Практически каждому начинающему или прожженному радиолюбителю, либо ремонтнику знакомо это устройство. С ним мы сталкивались еще в школе, на уроках физики. Наверное, многие из вас работали с лабораторным блоком питания. Может быть, даже схожий с этим, представленным мною. Этот блок питания со мной уже, наверное, лет 7. В принципе, для начинающего радиолюбителя или ремонтника он сгодится, но его технические характеристики оставляют желать лучшего. 15 вольт, 2 ампера. Конечно, он сгодится для ремонта планшетов, телефонов, а для ремонта уже более серьезной аппаратуры он совершенно не подходит. Поэтому я решил обзавестись новым блоком питания. В интернете сейчас представлена целая куча разнообразных блоков питания с различными характеристиками, различные по стоимости. И выбор остается только за вами. Также можно источник питания сделать самому. Либо из каких-то подручных материалов, снятых с той или иной бытовой техники, либо же купить все комплектующие в интернете и сделать блок питания самому. В принципе, я остановился на этом варианте, а теперь давайте ближе к делу. Перед покупкой и сборкой комплектующих для блока питания надо, конечно же, определиться с тем, какие технические характеристики вас устроят. И уже, соответственно, от этого выбирать необходимые комплектующие. И первое, что мне понадобится, это понижающий преобразователь, основная часть нашего блока питания. И остановил свой выбор вот на таком понижающем преобразователе. На 36 вольт, минимальный ток 7 ампер. Заказывал в интернете. Цена в районе 1000 рублей. На входе этого преобразователя у нас будет 220 вольт переменного тока из розетки. На выходе же будет 36 вольт постоянного тока. И для его регулировки мы будем использовать вот такой преобразователь с понижением от 35 до 1,2 вольта. Здесь у нас установлено два переменных резистора для регулировки силы тока и напряжения. Но резисторы в таком исполнении нам не сгодятся для регулировки. Их мы заменим вот такими переменными резисторами на 10 килоом. Следующее. Вот такой вот дисплей. Наверное, многим знакомый для отображения напряжения и силы тока. Также позаботимся об охлаждении и установим на наш блок питания вот такой вот терморегулятор. Также используем два кулера на 12 вольт каждый. Для питания этого терморегулятора потребуется еще один понижающий преобразователь. Вот такой маленький. Также нам потребуются разъемы типа банан, USB разъем. Также я подумал поставить туда вот такой вот разъем
с кнопкой включения-выключения для подключения каких-либо устройств. Так, основная кнопка включения блока питания, предохранитель. Вот примерно такое расположение будет внутри корпуса. Все вроде бы уместилось. Сам блок питания будет сидеть на болтах, и понижающий преобразователь также будет сидеть на болтах. Терморегулятор посажу на двухсторонний скотч, и еще один понижающий преобразователь также на двухсторонний скотч. На передней панели будет дисплей, регулятор напряжения и силы тока, разъем банан, разъем USB. К сожалению, этот разъем на переднюю панель вряд ли войдет, поэтому поставлю его сбоку. Ну и в задней части системный разъем для подключения блока питания к сети, предохранитель и кнопка включения всего блока питания. Места очень мало, все это надо как-то скомпоновать, аккуратно соединить друг с другом, чтобы все это гармонично находилось внутри. У нас небольшой зазор по высоте остался. Кулер должен войти идеально. Думаю, охлаждение будет на высшем уровне. Вот подготовил нижнюю часть корпуса. Спилил ненужные ножки, которые мне мешаются. Сейчас намечу отверстие для крепления блока питания и понижающего преобразователя. Так, теперь необходимо с понижающего преобразователя отпаять два переменных резистора, чтобы в последующем заменить на такие обычные. Что сделал дальше? Собрал корпус, заклеил скотчем, нанес разметку, чтобы сделать жабры для охлаждения, также место для кулеров с одной стороны жабры и с другой стороны. Так как корпус цельный, без каких-либо отверстий, сейчас буду прорезать.
Вот задняя крышка фактически готова. Сейчас то же самое сделаем с передней крышкой. Так, осталось разобраться с дисплеем от терморегулятора, отпаять его и перенести сюда. Вот примерно как-то так у нас все это будет выглядеть. Сейчас провода пока не стал припаивать к терморегулятору. Передняя панель, задняя панель. Здесь в верхней части проделать отверстие для кулеров. Так, с размерами немного не попал. Не помещается. Немного сточу сейчас кулер, чтобы он туда плотничком зашел. Ну вот у нас фактически все готово к финальной сборке. Корпус полностью готов. Все отверстия, прорези сделаны. Все подшлифовано. И перед окончательной сборкой финальной нужно, наверное, все-таки навести красоту. Покрасить это, наверное, в черный цвет. Так, и перед покраской сейчас соберу полностью блок питания без подключения проводов, чтобы посмотреть, проверить, все ли правильно разметил, все ли комплектующие сюда поместятся, чтобы ничего не мешало друг другу, не мешало вращаться кулером. Затем все это опять разберу и буду красить. Вот все собрал. Закручивать пока не стал снизу, так как там комплектующие некоторые лежат просто так. Все вроде бы четко. Тут все притянется, будет аккуратно. Я доволен. Очень. Кулеры вращаются. Одна лопасть, к сожалению, отломилась. Но ничего страшного. Ну теперь, я думаю, стоит все разобрать и приступить к покраске. Ну вот как-то так это у нас будет. Конечно, немного может быть неудобно. Но я надеюсь все-таки, что мы не будем его дергать. Поставим, и он будет стоять. Корпус подсох, и наконец-то мы можем приступить к сборке нашего устройства. Начну с нижней части.
и установки сюда блока питания. Дальше необходимо поставить преобразователь. На нем я выставлю 12 вольт, и от него у нас будет питаться амперметр, так как максимальное рабочее напряжение у него 30 вольт, а блок питания у нас выдает 36. Поэтому вольт-амперметр будет питаться от этого преобразователя. Также от него будет питаться терморегулятор и, собственно, охлаждение. Преобразователь готов к установке. Сейчас поставим вот этот преобразователь. Сейчас на вот этом понижающем преобразователе припаяю провода для подключения потенциометров. С этим закончили. Вот этот правый потенциометр для регулировки силы тока, левый же для регулировки напряжения. Оба преобразователя подсоединил, и сейчас пока это отложим в сторону и перейдем на переднюю панель. Сейчас на время пока отложим переднюю панель и перейдем к задней панели. И теперь на задней крышке все можно соединить проводами. И теперь есть возможность подключить блок питания и настроить вот этот понижающий преобразователь на 12 вольт путем вращения вот этого потенциометра. Подключим блок питания к сети.
И как видим, понижающий преобразователь уже настроен на 12 вольт. Путем вращения потенциометра все. Блок питания отключаем и продолжаем. Сейчас приступим к подключению вольт-ампер-метра. Черный минус, красный плюс, желтый — это измерение напряжения. И также мы сейчас установим плату терморегулятора. Амперметр подсоединили, терморегулятор подсоединили. Далее подсоединим разъем для измерения силы тока. К черному контакту амперметра у нас будет подключаться непосредственно минусовой контакт с этого понижающего преобразователя. К красному контакту у нас будет подключаться минусовые разъемы. Банан, USB и вот этот боковой разъем. Так, сборка движется к своему логическому завершению. Уже практически все соединил, установил разъем боковой вот этот, вывел провода. Разъем, кстати, посадил на клей, так как на стыке двух половин находится. И когда мы будем вынимать штекер, чтобы он у нас не вылез. Так.
мандраж все-таки присутствует. Так. Вольт-амперметр показывает 37 вольт. Вот он уменьшается, если вы можете увидеть. Плавная очень регулировка. Один вольт. Накрою пока нашу опасную часть. Так вот, чтобы, не дай бог, нас не передернуло. Угу. У нас здесь 11,9. Сейчас подкрутим на 12 вольт. Есть. Здесь показания 12. Здесь показания 12,2. Так, вот. Смотрите. Вот этот вот нижний болтик, винтик, это регулировка показаний вольтметра, рядом буковка В стоит, а вот этот верхний это показания амперметра и буковка I, как можно увидеть вот здесь. Сейчас произведем регулировку. Все, настройку произвел. Просто слегка неудобно это делать, так как винтик совсем маленький и есть элемент опасности. Поэтому делайте это аккуратно. Теперь произведем настройку амперметра. Настройку амперметра буду производить с помощью такой диодной лампы на 12 вольт мощностью 3,5 Вт. При этом ее потребление будет примерно 0,29 ампера. Амперметр показывает 0,29 ампер. То есть амперметр настроен. И теперь тоже очень важный момент. Будем настраивать, калибровать терморегулятор и подсоединим охлаждение. Итак, вот наша термопара. Ее подсоединяем к терморегулятору. Сделать это слегка неудобно, так как у нас тут и так очень мало места, все очень компактно сделано. Так, мы подключили термопару, и прежде всего нам нужно откалибровать датчик. Как это сделать? Для калибровки нужно отключить питание и зажать кнопки плюс и минус одновременно. Затем включить устройство, и на экране должно появиться 3 восьмерки. Все, есть. Сброс произошел настроек. Теперь по выбору меню зажимаем кнопку Set на 3 секунды, и мы попадаем в меню.
7 подменю. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. P0. Это выбираем P0. Делать надо очень быстро, потому что все это быстро сбрасывается. P0. Нажимаем кнопку Set. Тут у нас температура C и H. C это охлаждение, H это нагрев. Мы выбираем охлаждение. Следующее. Сейчас сбросилось. Опять заходим в меню. Выбираем P1. P1. Тут стоит 2 градуса. Это диапазон, в пределах которой терморегулятор будет охлаждать или нагревать. Максимальный диапазон 15 градусов. Его мы и установим. Следующее. P2. Это максимальная рабочая температура, при которой терморегулятор будет включаться. Так, конечно, я сейчас это сделаю на глаз, так как не знаю, до какой температуры у нас он нагреется. Поставим 60 градусов. Снова заходим в подменю. P3. Минус 45. Это температура, при которой он будет отключаться. Ну, соответственно, поставим 45 градусов. Есть. Заходим в меню. P3 45. P4 это калибровка температуры датчика. Сейчас мы чуть позже его попробуем откалибровать. Так, пункт 5 0 это задержка включения реле, ставим его 0. И пункт 6 это защита от перегрева, от максимальной температуры. У нас она будет выключена. Так, сейчас произведем регулировку. Регулировку буду производить по-простому. Налил теплую воду, поставил ртутный градусник. Так, градусник показывает 39 градусов. Сейчас посмотрим, сколько у нас будет показывать. Градусник, точнее, показывает 39,9. Сейчас подождем немного. В принципе, разница в 1, в 2, в 3 десятых, я думаю, не сыграет большой роли. Так, 39,3. Ждем. Нам надо прибавить 6 пунктов, 6 десятых к истинному значению. Идем в меню. P4 плюс 6 десятых. Все. Тридцать 39,6. 39,5. Температура падает. Тяжело так поймать температуру, потому что вода очень быстро охлаждается. Все, 35,5 показывает градусник, у нас показывает 35,3. В принципе, это устраивает меня. Так, установил термопару, подсоединил ее вот к этому транзистору, так как думаю, что этот транзистор будет нагреваться больше всего. Наконец-то все подключил, вроде бы как все настроил. Нашел самое горячее место, транзистор, который находится вот здесь, на понижающем преобразователе на 35 вольт. Установил верхний предел на 45 градусов, а нижний на 38. Сейчас все соберу и проверим наше охлаждение еще раз.
Все красиво светится. В качестве нагрузки буду использовать лампочку автомобильную на 12 вольт мощностью 21 ватт. Берем ее в сторону, чтобы нам все видно было. Употребление 2,1 ампера. Ну а теперь будем ждать. У нас температура постепенно подходит к отметке 45 градусов. Сейчас очень медленно поднимается. При большем токе, конечно же, нагрев будет быстрее. Сейчас ждем, когда включится охлаждение. Так, температура подходит к отметке 48 градусов. И на 48 градусах должно включиться реле, и охлаждение должно заработать. После чего мы посмотрим, справляется ли наше охлаждение.
комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!